Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И вот наступила уже практически неделю, идет весна, а я к вам со своими готовыми работами, которые я связала с начала этого года. И это будут носки. В этом видео опять буду рассматривать носки, которые я еще вам не показывала. Кое-что связано здесь и спицами, но в основном, конечно, крючок. В основном крючком по своему собственному мастер-классу для вязания крючков. Здесь вот такая вот у меня корзинка из трикотажной пряжи, полная носков. Это не все, что я вам собираюсь показывать, но это на самом деле и не так-то много. Здесь всего несколько новых пар, которые вы еще не видели. И если на какие-то носочки у меня есть мастер-класс, то внизу под видео в описании, либо вот здесь по подсказке будет этот мастер-класс, будет ссылка на этот мастер-класс. Итак, самая первая модель, она уже выходила на моем канале. Да, это укороченные носки, но здесь неважно, укороченные они или не укороченные. Я просто сделала удлиненный вариант. Здесь носочки с вот такой вот косой колоском. Мастер-класс на канале есть. И связаны они из пряжи Adele Jake. 400 метров в 100 граммах. Итак, мой честный отзыв по этой модели носков. Ну, во-первых, скажу, что укороченные носочки в обувь не очень удобны. Они либо вот здесь вот слишком сильно натягиваются, либо наоборот, да, они не спадают, но мне не понравилось, что они короткие и что, короче, в обувь их не очень удобно вставлять, что ли. Вот, поэтому такие носочки, следки, естественно, я их поносила, постирала для того, чтобы вам про них рассказать. Лучше, наверное, носить, ну, просто так дома. Допустим, если у вас холодно дома и вы хотите себе сделать какие-то следочки, то, пожалуйста, можете вот по моему мастер-классу связать вот такие вот интересные с таким узором. Но здесь есть еще одно но. Здесь видоизмененная резинка, да, то есть видно, что по краю здесь связана обычная резинка из соединительных петель, а основное тело носка и сама коса связана более пышными колосками. Это из-за того, что здесь обычные соединительные петли, здесь соединительные петли с накидом. И вот что я хочу сказать, что все-таки этот узор рыхлый. То есть если мы добавляем к соединительным петлям накид, получается рыхлый узор. Он более рыхлый, чем вот эта резинка. И, в общем, мне кажется, что немножко рыхловат этот носок, хотя, с другой стороны, он вполне соответствует той плотности и той рыхлости, как если бы из этой пряжи мы вязали спицами, да. А изначально, я думаю, вся носочная пряжа, вот они даже не пишут нигде, что здесь может быть крючок. Вот они рисуют спицы, да. То есть она и предполагает вязку спицами. Ну, в общем, вот смотрите, если вам по рыхлости носки спицами нормально, то можете и вот этим узором вязать носочки. Давайте следующая модель. Следующая модель у меня получилась больше размера. Я и хотела связать мужские носки. Вязала опять по собственному мастер-классу для носочной пряжи. И здесь пряжа. Вот здесь используется пряжа Alize Superwash Artisan, да. Или Artisan. Не знаю, куда там ударение ставить. Так, смотрите, здесь 420 метров, 100 грамм. То же самое, тоже носочная пряжа. И здесь, ну, здесь, кстати, производитель еще и предполагает, что я буду вязать крючком, не только спицы рисует. Я вязала, опять-таки, крючком по своему мастер-классу для носочной пряжи. И вот что я хочу сказать. Мастер-класс-то я разрабатывала на носочной пряже Ярнард Форза. И у них абсолютно одинаковые параметры, но пряжа совершенно разная. То есть вот эта артизан, она такая, знаете ли, она более приятная на ощупь. Вот Джейк, вот эта пряжа Джейк, она очень похожа на фурзу. Именно потому, какая она на ощупь, как она слоится по своей скрутке. Прям вот я бы их не отличила, если бы у меня не было этикетки, да, и передо мной два уже таких бы было скрученных мотка, и либо два изделия, я бы не смогла отличить, ну вот только разве что по расцветке, потому что у Джейк вот такая вот есть расцветка в крапинку, а у Форзы совершенно другие расцветки. Артизан же совершенно другой, и артизан более пружинистый. То есть если из Форзы у меня носочки все в итоге вытягивались в размере после ВТО, а после носки еще больше вытягиваются, да, то из артизана они не вытягиваются за счет вот этой вот его скрутки. И они обратно так
Сначала я их постирала, они так увеличились, и потом обратно. Да, то есть вот для того, чтобы вязать по артизану, здесь вот у меня в мастер-классе есть таблица, лучше следовать ей, да, а из форза носки получаются чуть побольше. Ну вот одна и та же пряжа, одни и те же инструменты, один и тот же принцип вязания, одни и те же руки, и разный получается результат. Я вам дальше это более наглядно покажу. Это у меня мужской размер, наверное, где-то 40-41, вот так вот получился. Одного мотка тоже на мужской размер, но, наверное, до 41 хватает. Может быть, там 40-й, 43-й уже нужно 2 мотка, уже вам не хватит. Естественно, это тоже крючок, 4 миллиметра, тонкая носочная пряжа. Ну и раз уж я перешла к пряже Ализе, то давайте поподробнее еще одни носки, еще одна пряжа Ализе. Это не остатки пряжи, это не жаккард, не, я не знаю, интарси, не какие-то кусочки собраны. Это целый моток. Просто вот такая вот у него расцветка, такой раскрас, и вот так пряжа ложится уже в самом изделии. Это опять Ализе. Ализе Superwash Comfort Socks. Не знаю, куда они делят слово сокс, но вообще она вроде бы так называется. Те же самые характеристики. Так, 75 шерсть, 25 полиамид. Так. Нет. Вот. 420 метров, 100 грамм. Тоже носочная пряжа. У нее вот такая вот интересная расцветка. И вообще они предполагают, вот видите, нарисована девочка. У нее тут митинги, у нее шапка. То есть, что вы будете вязать по кругу на каком-то небольшом диаметре, и она так красиво ляжет в какой-то произвольный жаккард. То есть не обязательно взять носки, вот и носки у них есть. То есть примерно вот так вот выглядели бы мои носочки, если бы я из этой пряжи вязала спицами, да. Но я не стала вязать спицами по кругу, я взяла и связала эти носки крючком поворотными рядами. И вот смотрите, что получилось. Ну, по-моему, очень интересная расцветка. Опять мастер-класс тот же самый. То же самое описание. Здесь размер 36 получился у меня. То есть, да, если из форзы у меня получается, наверное, а до 38 носки, то вот из Alize Superwash Comfort при одном и том же наборе петель и при одном и том же расстоянии до пятки у меня получается 36. Это из Alize и 38 из форзы. Я потом вам покажу их сравнение, где вы наглядно увидите, что одни носки больше других, хотя связаны из пряжи абсолютно идентичных параметров, абсолютно идентичными инструментами и даже одними и теми же руками. Но вот нельзя так вот всегда сказать, вот я возьму аналог пряжи, это я просто лишний раз убеждаюсь в этом. Я посмотрю ваш мастер-класс, возьму аналог пряжи, а потом вам напишу, что у меня ничего не получилось, что у меня получилась какая-то фигня. Ну, потому что важно все. Вот в вязании важно все. Даже если вы находите пряжу такого же метража, такого же состава, то, скорее всего, если вы не свяжете свой собственный образец, у вас получится совершенно непредсказуемый размер. Я в этом убеждаюсь уже не первый раз. Немножко про то, как она на ощупь. Вот я могу сказать, что Артизан — это одна и та же фирма, да, это Alize Superwash Comfort, это Alize Artisan, он более такой гладкий, что ли, более шелковистый, а этот на ощупь поближе к форзе, но не такой вот, не такой рыхлый, как она. Ну, в принципе, я думаю, и та, и другая будет хорошо носиться, и та, и другая достаточно теплая. И я, если честно, больше сравниваю по тому, как пряжа ложится в узор. Вот если вам нравятся вот такие вот узоры, как будто бы, знаете, бабушка вам вышила какие-то, или, знаете, народные какие-то тут вот жаккардовые цветочки, или, может быть, точечки, да, вот если вам нравится, хочется такой вот эффект, то смотрите, это пряжа, еще раз покажу. Alize Superwash Comfort, и смотрите на ее расцветки, которые вот так вот выглядят. Если найду, то вот сюда вставлю фоточки этих самих моточков, как они выглядят, чтобы они ложились вот в такой вот узор. Ну и дальше. Пока только один носок. Второй я еще не связала, не успела. Один связала и думаю, дай-ка я вам покажу, расскажу. Вот такая расцветка. И это опять просто пряжа так легла. Это пряжа Forza Forever. То есть это вот Forza, у нее есть просто Forza, есть Forza Solid, есть Forza Forever, и все они отличаются просто цветами. Я вязала из всех трех. Мне кажется, Forever новинка, могу ошибаться. Новинка из новинок. Да, тот же самый вот у нее. Так. Где?
Вот. 420 на 100 грамм, да. 75,6, 25 полиамид. Что они тут рекомендуют по крючку? Крючок рекомендует 3 миллиметра и спицы 3, но я использовала 4 миллиметра. Мне 3, мне кажется, очень плотно будет. То есть опять тот же самый мастер-класс. Здесь пряжа, ну, как бы сама ложится вот в такие красивые цветные волны. Мне очень понравилось. Моток, у меня же остался моток, из которого я буду вязать второй носок. Вот он как выглядит, да. И там очень много таких расцветок. Опять-таки вставлю, наверное, вот сюда фоточки самих ниточек, которые я, наверное, возьму с сайта производителя. Ну, вот такая вот красивая пряжа. Вот так она смотрится в мотке, и вот так она смотрится в том самом изделии, если вязать поперечными рядами. Здесь производитель тоже, скорее всего, предполагал, что мы будем вязать маленький диаметр по кругу, и что эта пряжа ляжет в какой-то жаккард или в какие-то полосы, может быть, цветные. Но я вяжу поворотными рядами, крючком, в технике крючком как спицами, да. Мне, честно, очень нравится. Здесь носки размер 38 у меня получились. Если вам эти носки нравятся, вы хотите их приобрести, у меня внизу под видео будет почта, пишите мне тогда на почту. Либо в Телеграм. Но не в Телеграм-канал, а просто в Телеграм. И сейчас давайте их сравним. И вот это Ализе, это Yarn Art. Мне кажется, из Yarn Art у меня чуть-чуть вот на какие-то каплюсечки побольше получились носки. Ну вот прям чуть-чуть. Ну хотя, может быть, даже уже и одинаково. Может быть, я уже мельчить начала, но просто такие у меня есть, такие я активно вязала в прошлом году, в конце прошлого года, да, такие я активно носила, именно из Yarn Art Forza, и, честно скажу, с ними вообще ничего не происходит. Единственное, что когда они носятся, они вытягиваются, потом вы их стираете, и они обратно так подсобирают свой размерчик. Очень удобная модель и очень практично носятся. Мне кажется, им вообще сноса не будет, и ничего с ними не происходит. Вот, это те самые мои носочки, это тоже Forza, которые уже были в эксплуатации. Ну вот я уже показывала, да, у них сваливается место пряжи в стопе, вот там, где пятка, она сваливается, но в принципе все остальное с ними нормально. Естественно, у этих, у всех носочков одно и то же количество петель, да, эти вот вообще новые, не ношеные. Эти тоже новые, не ношеные, из такой же пряжи, но тоже, вот видите, они чуть-чуть поменьше. Ну, я думаю, они в процессе немножечко вытянутся. Ну, давайте еще одни покажу. Что я вам все крючком да крючком показываю. Вот такие носочки у меня связались спицами. Это пряжа тоже носочная. Это Alize Wool Time. Супервош, машинная стирка. И здесь метраж 200 метров в 100 граммах. То есть эта пряжа, она в 2 раза толще, чем вся предыдущая пряжа, которую я вам показывала. У меня получился мужской размер. Я, честно, вязала по первому попавшемуся мне описанию в интернете. Для этой пряжи вязала на 38 размер, но у меня получился 42, наверное. 42 размер вот этими вот руками, теми же самыми инструментами, которые были в описании. Но это лишний раз говорит о том, что все люди разные, и всегда нужно делать свои собственные расчеты, свои собственные вязать образцы. И, наверное, там свою собственную таблицу иметь размеров, количество набранных петель, количество там петель, которые вы вяжете в пятки, как делаете убавки, потому что ориентироваться на чужие размеры от и до, как бы вслепую, без своих собственных, нельзя. Поэтому, если честно, меня немножко удивляет тот момент, потому что я после того, как выпустила свой мастер-класс вот на эти вот носочки, там пряжа 250 метров в 100 граммах, и столько людей этот мастер-класс перекопировало. Ну, я как бы не против, но меня просто удивил тот момент, что люди его копируют петля в петлю. То есть они даже размер предлагают тот же самый, как у меня в мастер-классе, 36-й. И я так удивляюсь, думаю, ну неужели у всех ноги 36-го размера? Почему вы не связали, допустим, на 37-й, на 38-й, на 39-й, не сделали вот по этому описанию, допустим, мужские носки, да? Ведь столько вариаций, но почему-то нет, почему-то все равно все копируют исключительно мои расчеты, петля в петлю, мой набор. Хотя можно сделать и на петлю больше, на петлю меньше, можно сделать укороченный, ну, не знаю, вот я просто призываю
к тому, что вязание нужно развивать, а не копировать друг у друга. Это хорошо, когда мы учимся друг у друга, мы что-то берем, мы перенимаем, мы перекладываем, мы добавляем в это свой опыт и какую-то свою модификацию, а не когда мы тупо друг у друга слезаем цифры. Потому что до такого безумия дошло, что вот эти вот носки, не эти, что вот эти вот носки, мастер-класс, по которым у меня лежит на "Ютубе", просто в открытом доступе. Здесь пряжа 250 метров в 100 граммах. Я нашла на "Етси", где человек продает мой мастер-класс. То есть, он не продает мое видео, но там явно все мои расчеты, там явно, опять-таки, взято то же самое количество петель, та же самая пряжа. То есть человек вообще ничего не пересчитал, не перевязал, возможно, связал одну пару. И по моему мастер-классу, как я и предлагаю, увеличивать, уменьшать размер, перевел там на какие-то другие языки и продает. И мне кажется, но это плохо, да. Дело даже тут не в том, там, нарушение авторских прав, не нарушение авторских прав. Дело в том, что такие варианты, ну, как бы не приносят ничего нового, да. Получается, я считаю, я рассчитываю, я, если честно, связала, ну, наверное, 4 пары перед тем, как получить вот такой результат. Потому что и сначала и пятка у меня была не там, и где-то слишком близко, и слишком далеко, да. Понятное дело, что вязать по готовым расчетам намного проще, но у меня, пожалуйста, большая просьба, просто делайте на другой размер. То есть, если вы копируете мой мастер-класс, ну хотя бы сделайте на другой размер. Потому что если вы делаете тот же самый размер, который делала я, то вы ничего не вносите в вязание. А если вы берете другую пряжу, другие инструменты, другой размер, то да, классно, вы делаете свой расчет и добавляете его в наше вязальное наследие, как бы скажем так. Ну так вот, теперь вернусь вот про эти носки и про пряжу Alize Wool Time. Она толстенькая, я хотела связать вот такую же пару. То есть, но здесь пряжа 200 метров в 100 граммах, а там у меня 250. И я хотела связать, ну, себе там, допустим, толстенькие носочки, но мне не хватило одного мотка на 2 носка. И я решила, ну ладно, крючком не хватает, да, пряжа здесь потолще, да, она носочная, но вот ее не хватает на 2 носка из одного мотка. Я не пойду покупать еще один моток ради этого, просто свяжу тогда спицами. Вот найду себе какое-нибудь описание, свяжу спицами. Ну, и у меня получились такие мужские огромные носки. Ладно, я не буду их перевязывать, просто кому-нибудь подарю или продам. Ну, вот будет такой вот опыт в мою копилочку. Но это еще не все. И, наверное, самый последний и самый яркий вариант — это вот такие вот у меня носки. Это носки из остатков пряжи. Тут интарсия, и тут я вязала кусочками. То есть это уже вот я прям выкраивала вот эти кусочки. Я где-то показывала эти носочки у себя в шорцах. То есть они вяжутся вот такими вот квадратиками. Все это единое полотно. Просто вот здесь вот вместе стыка цветов там меняется нитка, вот так вот цепляется она друг за друга для того, чтобы получить такое полотно. Здесь и носочная пряжа есть, и есть вот это просто меринос полумеринос 50%, да, вот это, наверное, тоже у меня полуперенос, а все остальное — это остатки носочной пряжи. Вот эти вот, нет, не эти, так, сейчас покажу. Вот это у меня форза, а вот это остатки от Symphony Yarn. Так, это Symphony Terra, тоже 85% шерсть, 25 полиамид, но это был пробник у меня. И здесь, если посчитать, то будет тоже 400, приблизительно 400 метров на 100 грамм этой пряжи. То есть она вся приблизительно одного метража. Я специально тут именно в стопу, вот это у меня Symphony Terra идет, я пустила носочную пряжу. Но это именно для того, чтобы, ну, чтобы если они протирались, то была носочка, да, не вот этот вот мериносик. Мериносик у меня здесь сверху, в тех местах, где он не будет тереться. Это носки тоже мои, я их тоже активно носила. Они немножко даже взбудоражили интернет. Мне особенно в ТикТоке писали люди, что какие классные носки, никого не слушайте, такой пичворк, такой яркий, что всем хочется именно такие. Естественно, здесь тот же самый мастер-класс, по которому я вязала. Давайте вот эти достану. Допустим, вот эти носочки, да. То есть одно и то же описание. Одни и те же руки, одни и те же инструменты.
Если вам интересно, как соединять вот эти квадраты, то просто поищите в интернете интарсия, и там будет множество вариантов. Скорее всего, вы найдете какой-то приемлемый для себя. Я не буду показывать мастер-класс по таким носкам, ну, потому что у меня уже достаточно мастер-классов по носкам, потому что уже на носу весна, и, честно, по-моему, их никто не смотрит уже, никому не надо, все уже перешли на какие-то весенне-летние изделия. Одна я все еще вяжу носки и все еще вам про них рассказываю. Вот такое получилось у меня видео, вот такая коллекция носочков. Надеюсь, что она вам понравилась. Если нужны описания, то заглядывайте ко мне в описание к этому видео. Я там оставлю все ссылки. Спасибо еще раз за внимание. Пока-пока.